Привет, принцесса! В сегодняшнем выпуске у меня для вас просто суперские новости по поводу FNAF. Во-первых, в новом обновлении Скотт буквально оставила анонс своей новой игры FNAF, которую можно увидеть после прохождения ночи Golden Freddy. А также в этом анонсе можно точно узнать личность фиолетового человека. А перед началом ваши комментарии, друзья. Если вы тоже хотите попасть в мое видео, то пишите свои комментарии прямо сейчас под этим видео. Давайте вернемся к теории и начнем с того, что до выхода обновления Скотт говорил, что оно не будет являться каноном и не будет относиться к сюжету игры. Но недавно в новостях игры FNAF Sister Location Скотт официально заявил, что все кат-сцены в новом обновлении являются каноном, то есть напрямую относятся к сюжету игры. И оказывается, если пройти режим с Golden Freddy на 4-ю звезду, то запустится вот эта кат-сцена. Отец, это я, Майкл. Я все сделал. Я нашел ее. Она была прямо там, где ты и говорил. Все они были там. Сначала они не узнали меня, но потом они подумали, что я это ты. И я нашел ее. Я собрал их всех вместе, как ты меня просил. Теперь она свободна. Но что-то не так со мной. Я должен быть мертв. Но нет. Я живу в тени. Есть только одна вещь, которую мне остается сейчас сделать. Я собираюсь найти тебя. Я собираюсь найти тебя. Как видите, друзья, эта кат-сцена выглядит довольно необычно и отличается от стандартных мини-игр. Во-первых, из этого ролика мы узнали очень полезную информацию, а во-вторых, эта кат-сцена очень сильно похожа на анонс игры FNAF 6, в которой, скорее всего, Спринтрап вернется и вновь станет главным аниматроником в игре. В общем, из слов Спринтрапа можно ясно понять, что у него есть одна единственная цель. Он хочет найти своего отца. И, возможно, эта цель будет являться частью сюжета FNAF 6. В общем, кат-сцена действительно очень классная. И думаю, что в 2017 году Скотт выпустит FNAF 6, где обязательно будет Спринтрап. А сейчас давайте перейдем ко второй новости, в которой я расскажу вам, кем на самом деле является фиолетовый человек. Практически все думали, что фиолетовый человек — это Вильям Афтон, создатель аниматроников и убийца детей. Но на самом деле имя фиолетового человека не Вильям, а Майкл, или сокращенно Майк. А вот как раз Вильям Афтон является его отцом, так как в самом начале кат-сцены Спринтрап обращается к отцу и говорит, что его имя Майкл. Father, it's me, Michael. Выходит, что на устройстве Hand Unit написано реальное имя главного героя, которым является Майк Шмидт. Тот самый Майк Шмидт, который также был главным героем в первой части FNAF. И чтобы это понять, нужно просто сравнить цвет глаз Майка и цвет глаз Спринтрапа. Как видите, друзья, у них у обоих голубые глаза, хотя у Спринтрапа они темнее. Но это зависит от освещения. Возможно, вы спросите, почему у Майка фамилия Шмидт, если он сын Вильяма Афтона? Дело в том, что Вильям Афтон — это создатель аниматроников, которые похищают и убивают детей. И это можно понять по чертежам, где указана фамилия Афтон. Именно поэтому сын Вильяма Афтона изменил свою фамилию, чтобы его не вычислили и не узнали, кем является его отец. Теперь вернемся к словам Майка. В кат-сцене он говорит, что отец сказал ему перейти в Sister Location и найти аниматроников, а затем собрать их всех и освободить, что собственно он и сделал. Также Майк говорит, что поначалу они не узнали его, но позже начали думать,
что он и есть Вильям Афтон. А это значит, что Майк похож на своего отца. И теперь та подсказка, которую Скотт оставлял на тизере игры Мир ФНАФ, обрела смысл. Ведь там было написано: то, что находится в тени, разум ребенка может понять неправильно. Эта подсказка говорит о том, что когда души детей загоняли фиолетового человека в костюм Спринтрапа, чтобы его убить, они думали, что он является Вильямом Афтоном, хотя это был его сын Майк. Но так как было темно, они перепутали его с отцом. То же самое произошло в Sister Location. И в тот момент, когда на вторую ночь отключилось электричество, Бэйби не узнала его. Но так как Майк находился в тени, она подумала, что он является Вильямом Афтоном. В итоге, вместо того, чтобы убить Майка, Бэйби сделала его бессмертным. Возможно, из-за того, что она поняла, кем на самом деле является охранник, что он это не Вильям Афтон. Он не убийца и не создатель аниматроников, и, возможно, поэтому Бэйби оставила его в живых. Думаю, что Майк выполнял просьбу отца, так как Вильям Афтон не мог сделать все сам, но причина пока неизвестна. Можно лишь предположить, что Вильяма Афтона поймали, и он попросил своего сына Майка, чтобы тот избавился от улик. И похоже, что когда Майк решил уничтожить аниматроников из первой части ФНАФ, то души детей, которых убил Вильям Афтон, приняли Майка за убийцу и заставили его запрыгнуть в костюм Спринтрапа. Ведь если бы на его месте был Вильям Афтон, то он бы понял, что не сможет спрятаться в костюме Спринтпони, так как он сам его сделал, и он знает, что костюм нестабилен, и что он может его убить. Но вот Майк этого не знал, поэтому сразу надел на себя костюм, думая, что это ему поможет. И еще один интересный момент. Когда мы видим первое убийство в мини-игре FNAF 2, как розовый человек убивает ребенка, можно понять, что розовый человек — это Вильям Афтон, то есть убийца. Так как теперь мы узнали, что фиолетовый человек — это Майк, его старший сын. В общем, теперь все стало на свои места, и эта финальная катсцена действительно открыла глаза на некоторые тайны ФНАФ. Но самое главное в том, что еще год назад я делала теорию о том, что фиолетовый человек невиновен. И благодаря этой финальной катсцене самая популярная теория на моем канале оказалась правдивой. И теперь мы точно знаем, что фиолетовый человек никого не убивал. Я снова права. Теперь мы знаем, что Шмидт — это на самом деле фальшивая фамилия, и главного героя ФНАФ зовут Майкл Афтон, и он является сыном Вильяма Афтона. И как раз Вильям Афтон является настоящим убийцей, а Майк Шмидт является фиолетовым человеком. И благодаря этой катсцене мы раскрыли еще одну большую тайну ФНАФ. А вы пишите в комментариях, друзья мои, как вам новость по поводу 6-й части ФНАФ и по поводу настоящей личности фиолетового человека. Мне будет интересно почитать. Обязательно поставьте лайки. Желаю успехов, до новых встреч!